Супруги Дарья и Дмитрий купили хрущевку площадью 44 квадратных метра. Хозяевам пришлось вложить немало сил и многое переделать, чтобы привести старую квартиру в надлежащий вид. Сразу же после покупки владельцы снесли стены и заново возвели их из газосиликата. После перепланировки расположение перегородок практически не изменилось, но благодаря небольшим сдвигам удалось создать дополнительную нишу для хранения вещей в прихожей, немного увеличить ванную комнату и выделить достаточно просторную гардеробную. Замена газовой плиты на электрическую дало возможность объединить кухню с гостиной и освободить дополнительную комнату под детскую. А чтобы впустить в зону столовой больше дневного света, был заменен балконный блок. После сноса стен пространство зрительно увеличилось в несколько раз. Это ощущение хотелось сохранить и после перепланировки, рассказывает Дмитрий. Поэтому стену между прихожей и гостиной мы демонтировали, а проем между гостиной и спальней сместили ближе к центру. Благодаря этому со входа открывается панорама всей квартиры, а гостиная разделилась на две полноценные функциональные зоны. Без профессиональной помощи создать, реализовать и согласовать такой проект было бы невозможно. Хорошо, что муж Дарьи работает архитектором, который такие вопросы решает на раз-два. А если серьезно, то борьба велась буквально за каждый сантиметр площади, поэтому все расчеты должны были быть максимально точными, рассказывает Даша. Первым предметом мебели, купленным для этого интерьера, стал изумрудный диван. Хозяева квартиры говорят, что именно вокруг него и закрутился весь дизайн квартиры. Дарья и Дмитрий выделили на ремонт $25 000. Большая часть бюджета была отведена на строительные работы при перепланировке, поэтому во всех решениях они старались сохранять баланс цены и качества. Но супруги признаются, что были принципиальные моменты, на которых не экономили, чтобы получить желаемый результат. Многое из материалов покупали по скидкам или делали своими руками. Например, оставили старые деревянные окна и радиаторы в спальнях, собственноручно восстановили их внешний вид. Мебель и декор заказывали в основном из IKEA. Перед супругами стояла довольно непростая задача. В рамках относительно небольшого бюджета и на небольшой площади нужно было создать пространство для комфортной жизни семьи с ребенком. И это у них получилось. За счет того, что кухня была переделана в детскую, обычная двушка превратилась в комфортную трехкомнатную квартиру. В объединенном санузле помимо систем хранения разместились еще и полноценная ванна, инсталляция, умывальник с подвесной тумбой и зеркалом. В общей сложности ремонт и все согласования заняли чуть меньше года, а если бы в процессе возникало меньше форс-мажоров, вроде соседской электропроводки под полом и подтекающего стояка водоснабжения, можно было бы сделать все быстрее. По словам хозяев, этот проект стал творческим экспериментом для души. Дизайн малогабаритного жилья – это любимое занятие супругов и основное направление работы Дмитрия в настоящее время. А переоборудование квартиры старого фонда стало воплощением давней мечты Дарьи. Итак, друзья, как вам такая идея переделки двухкомнатной хрущевки в трешку? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал в Яндекс.Дзен, ссылку оставлю в описании. А с вами был Бариман, всем добра!